Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 17 декабря. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 17 декабря. Итак, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, 17 декабря православная церковь чтит память христианской великомученицы Варвары Илеопольской. Эта святая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти. Великомученица Варвара жила в III веке. Родилась она в знатной семье. Ее отец Диоскор, рано похоронивший супругу, был очень привязан к дочери. Опасаясь недобрых людей, он прятал Варвару в башне, которую построил специально для нее. Девушка отличалась необыкновенной красотой. Много времени она провела в одиночестве. Варвара думала о языческой вере, которой следовал отец, и о том, насколько далека она от пристрастий своего родителя, поклонявшегося идолам. Когда подошел срок выдавать Варвару замуж, она ответила отцу категорическим отказом. Решив, что это последствия уединения, Диоскор начал отпускать дочь из замка. Но общение с подругами, все мечты которых были о замужестве, не возымели действия. Варвара отказывала знатным женихам, тем самым вызывая гнев отца. Однажды, когда Диоскора не было в Илеополе, Варвара познакомилась с женщинами, которые проповедовали христианскую веру. От них она узнала о триедином Боге, об Иисусе Христе и Пресвятой Богородице. В это время в городе проездом был священник, который прибыл в Илеополь под видом купца. Узнав об этом, Варвара пригласила его в родительский дом и попросила провести обряд крещения. Девушка призналась пресвитеру, что решила посвятить свою жизнь служению Богу. Когда Диоскор узнал о том, что произошло в его отсутствие, он бросился на дочь с мечом. Варвара вырвалась из его рук и убежала в горы, где спряталась в пещере. Но спастись девушке не удалось. Ее нашли и привели к отцу. Он сам отвел ее к градоначальнику, сказав, что отрекается от дочери, поскольку она отвергла его идолов. Варвару долго пытали, били воловьими жилами, вместе с еще одной христианкой водили обнаженной по городу, после чего подвесили и продолжили чудовищные пытки. Тело девушек поджигали свечами, кололи крюками, били молотками по голове, а потом их обезглавили. С Варварой собственноручно расправился отец. Вскоре жестокого Диоскора поразила молния, мгновенно превратившая его тело в прах. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами продолжается православный рождественский пост. Также обращаем ваше внимание, что 17 декабря можно есть рыбу. А в народном календаре отмечается Варварин день, день Варвары, и по-другому еще называли этот день Бабьим днем, Варвариным днем или Варвара Морозница. Дело в том, что сегодня именно почитали память Илеопольской Варвары, которую по старинному преданию обезглавил отец за то, что она приняла христианскую веру. Также в этот день в народе называли этот день как Варварины морозы, потому как наступали сильные холода. Также Варвариным днем, который также называют Бабьим праздником, поскольку эта святая была защитницей беременных и матерей. Начинается и цикл зимних народных праздников, который включает в себя также Саввин день, который вместе с вами мы будем отмечать 18 декабря, и Николин день, день святого Николая зимнего 19 декабря. С этого дня начинаются морозы, и уже темнеет рано, поэтому наши предки большую часть дня проводили дома. Но все равно 17 декабря с утра отправлялись все в церковь, молились о здоровье и благополучии святой Варваре. Верили, что великомученица поможет избежать внезапной смерти без покаяния, которую считали самым страшным наказанием у христиан.
Варвара Илеопольская – это женская заступница. Ей молились бездетные женщины, прося помочь забеременеть. Также к святой обращались с просьбой «подарите здоровье детям». Великомученица Варвара считается покровительницей и защитницей женщин. Девушки и женщины молятся святой о женском здоровье, о благоприятной беременности, легких родах, здоровье своего ребенка, даровании любви и крепкой семьи, о защите от злого супруга и свекрови. Также сегодня, 17 декабря, благоприятный день для рукоделий, шитья, вязания и так далее. В этот праздник вещи и предметы, созданные руками женщины, будут обладать особенной силой. Есть одна народная примета, что если в вещах, которые сделаны сегодня, отправиться на важное дело, то все пройдет достаточно благополучно. Из всех видов рукоделия нельзя сегодня заниматься лишь прядением. Стоит сделать сегодня и подаяние нуждающимся, особенно деткам. Это касается не только милостыни нищим, но и также помощи и благотворительности. По народным приметам, 17 декабря желательно делать генеральную уборку в доме. Считалось, что вместе с ссором можно вынести из дома все беды и невзгоды. С этого дня начинали ждать солнцеворот, когда наблюдается самая длинная ночь и самый короткий день. Главным же обычаем этого праздника является повсеместный молебен матерей у лика Варвары с просьбой послать их детишкам здравие и оградить малышей от злых нападок. В этот день купцы, путешественники, военные, а также люди различных опасных профессий просили помощи у святой, чтобы она оградила их от внезапной смерти. К ней же обращаются и во время грозы с просьбой защитить от их ударов. Ну, конечно же, хозяйки в этот праздник уже постепенно, по чуть-чуть начинали подготовку к Новому году. Готовили разные сладости, пекли пряники и изготавливали леденцы. Ну, а мужчины в этот день начинали заниматься пивоварением. В этот период обычно на улице лежало много снега, и становилось светлее, и создавалось впечатление, что день стал намного длиннее. Это давало возможность женщинам и девушкам больше времени посвящать рукоделию. Наши предки верили, что с Варвариного дня по земле начинает ходить Дедушка Мороз, старик с длинной седой бородой. Стоит ему вдохнуть поглубже, как все на земле замерзает и инеем покрывается. Скажет Дед Мороз слово, и снег пойдет, топнет ногой, в лесу деревья затрещат. Без особой надобности люди сегодня старались не выходить, так как можно было заблудиться и замерзнуть. Из народных примет на 17 декабря можно выделить следующее, на которые наши предки обращали особое внимание. Если за окном мороз, то холодная погода продлится еще долго. Звездное небо к холодам, а вот тусклое к оттепели. Дым из трубы вверх идет к морозу, стелется по земле к потеплению. Ну а если красные закаты, так к ясной погоде. Облачная погода предвещала снег. Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна. Но если погода ясная и безоблачная 17 декабря, то это говорит о том, что ожидаются морозы. 17 декабря именины отмечают Василий, Иван, Николай, Дмитрий, Александр, Геннадий, Алексей, Варвара, Екатерина, Кира и Анастасия. Считается, что женщин, рожденных в Варварин день, называют эгоистками. Но высокое чувство ответственности доминирует над личными эмоциями. Они считаются надежными матерями и хорошими женами. Мужчины, родившиеся в Варварин день 17 декабря, отличаются лидерскими качествами. Они уживчивы, коммуникабельны и их любят окружающие. Человек, рожденный 17 декабря, по знаку зодиака Стрелец. Эти люди, как правило, талантливые, имеют сильный и волевой характер. Удача сопровождает их повсюду, и все начатые ими дела успешно заканчиваются. В качестве талисмана им подходит нефрит. Этот камень одаривает своего владельца мягкосердечностью, справедливостью, умеренностью, чистотой помыслов и мужеством. Но а символом этого дня является трава сурепка. Она способна привораживать на полную луну, приносить счастье и помогать в исполнении самых сокровенных желаний. Для этого сперва
необходимо с ней подружиться, побольше узнать и запомнить, как она выглядит. В дальнейшем будет достаточно лишь взять ее в руки и подумать о том, чего же вам очень хочется. Но следует помнить, что волшебная трава исполняет лишь добрые и правильные желания и не терпит тех, у кого имеются дурные намерения. Что же касательно снов, то сны в эту ночь обычно обманчивы. Все, что вы видите во снах этой ночи, нужно понимать точно наоборот. Правда, это касается только тех картинок, которые будут перекликаться с вашей реальностью сюжетно или с точки зрения персонажей. Так, если с 16 на 17 декабря вам снится ваш враг, как хороший друг, значит в жизни вы к нему несправедливы. Пришло время переквалифицировать его из противника в союзника. Если наоборот, ваш друг делает вам что-то доброе во сне, будьте с ним осторожны. И не обязательно это говорит о его предательстве. Возможно, вы столкнетесь с его безалаберностью или, как вариант, глупым поступком. В ночь с 16 на 17 декабря женщинам могут сниться тяжелые сны, связанные с посторонними людьми. Возможно, сны и о катастрофах. Это укажет на то, что представительница прекрасного пола в настоящее время чем-то сильно обеспокоена. Пока ситуация не разрешится, такие картины – частые спутники сна. Друзья, прямо сейчас в комментарии напишите слово «деньги», и тогда Вселенная обязательно отправит вам мощные финансовые потоки. И обязательно ставьте лайки. Так, слово «деньги», и обязательно вам Вселенная поможет. Что же можно было делать 17 декабря по народным приметам? Вы знаете, в день великомученицы Варвары разрешалось мыть посуду, готовить и делать уборку. Рекомендуется в этот день шить, вязать и вышивать, поскольку считается, что в готовое изделие вплетаются божественные частицы, которые помогут справиться со всеми бедами и невзгодами, а также поспособствуют исполнению задуманного. В вещах, изготовленных 17 декабря, можно безбоязненно отправляться на важные мероприятия, на любовные свидания, деловые ужины, делать доклады, просить о повышении по службе или заработной плате. Все пройдет достаточно успешно. На Руси верили, что Варварин день, он обладает большой магической силой и способен излечить от разных болезней, даже очень тяжелых. Только просить об этом нужно, предварительно попастившись в течение 3 дней и обязательно в церкви. Заходя в храм, надо подать подаяние 3 просящим, а также угостить их пирожками. К тому же святой Варвары можно попросить скорой беременности. Женщина должна приготовить разные пряники, сладкие пирожки, а также купить конфеты и раздать их деткам, а потом в храме помолиться святой. Что же нельзя было делать в Варварин день? Давайте с вами разбираться. Так, в эту дату не рекомендуется заниматься прядением. Зато рекомендуется шить, вязать, вышивать, поскольку считается, что в готовое изделие вплетаются божественные частицы, которые помогут справиться со всеми бедами и невзгодами, а также поспособствуют исполнению задуманного. В вещах, изготовленных 17 декабря, можно безбоязненно отправляться на важные мероприятия. Любовные свидания, деловые ужины, делать доклады, просить о повышении по службе или заработной платы. Знаете, все пройдет успешно. Дело в том, что на Руси верили, что Варварин день обладает большой магической силой и способен излечить от разных болезней, даже очень тяжелых. Только просить об этом нужно, предварительно попастившись в течение 3 дней и обязательно в церкви. Заходя в храм, надо подать подаяние 3 просящим, а также угостить пирожками. К тому же у святой Варвары можно попросить и скорой беременности. Женщина должна приготовить разные пряники, сладкие пирожки, а также купить конфеты и раздать их деткам, а потом в храме помолиться святой. 17 декабря нельзя рассказывать посторонним о своих проблемах в отношениях со свекровью, иначе они только усугубятся. В Варварин день надо взять новое полотенце и пойти с ним в храм, чтобы попросить святую помочь избавиться от конфликтов с матерью мужа. После этого полотенца подарить свекрови. Считается, что как только она им утрется, так сразу же по-другому станет относиться к невестке с добротой, отзывчивостью и лаской.
также нельзя 17 декабря готовить вареники с картошкой, капустой, грибами, иначе новогодние праздники пройдут скучно и грустно. В Варварин день надо наделать наделать вареников с творогом, с маком, в один из которых положить просто муку. Кому он попадется, того в начале следующего года будут ждать большие денежные расходы. У всех остальных ожидаются веселые праздничные дни. Друзья, вот такой у нас с вами день 17 декабря по народным приметам и по церковному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, обязательно ставьте лайк, в комментариях напишите слово «деньги», и тогда Вселенная отправит вам мощный финансовый поток. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. А пока мы готовим видео, обязательно заходите на наш канал и смотрите другие видео.